Привет! Я уверена, что многие из вас уже не раз видели цветовой круг, но не все знают, как на практике применить понимание цветового круга для работы с цветом в акварели. В этом видео я покажу вам несколько упражнений, которые помогут вам понять, как взаимосвязаны цвета между собой, а при регулярной практике и понимании того, как работают цвета, вы научитесь гораздо быстрее и точнее подбирать цвета для самых интересных и необычных сюжетов. Чтобы понять, как на практике применить цветовой круг, давайте попробуем сначала его нарисовать. Нарисуйте достаточно большой цветовой круг. Я использую листочек А4, обвожу малярный скотч и дальше делаю сам круг колесика толщиной где-то 5 сантиметров. Я не очень стараюсь сделать его идеально ровным, это не так важно. Важнее, чтобы у нас правильно потом расположились на нем цвета. И когда круг готов, давайте начнем заполнять его цветом. И начнем с основных цветов. Это те цвета, которые в теории могут образовать в смеси любые другие цвета. Постарайтесь выбрать из своей палитры наиболее чистые оттенки. Нам понадобится желтый цвет. Лучше брать обычный желтый, нейтральный. И я рисую такую ячеечку сверху. Дальше мы мысленно вписываем в наш круг равнобедренный треугольник равносторонний, вершиной которого будет желтый цвет, а следующей вершиной у нас будет синий цвет или голубой. Здесь тоже нужно выбрать какой-то такой средний нейтральный голубой оттенок. Потом мы будем на это смотреть, сравнивать, какие у нас есть холодные и теплые цвета, но чуть позже. Сейчас давайте просто на глаз определим голубой цвет. Это что-то среднее между ультрамарином и ФЦ голубой. Если у вас есть два эти цвета, можно смешать их между собой. И следующей вершиной этого треугольника у нас будет красный цвет. Итак, это такие три чистых основных цвета, которые, по идее, могут в смесях давать любые оттенки. В качестве красного я беру пермамент красный. Вы можете брать карминовый, если у вас нет этого цвета. Ну или выбирать какой-то наиболее... Не берите очень теплый красный, потому что иначе вы увидите, что будут потом грязные цвета в смеси. Чуть позже я про это расскажу. Теперь мы добавим в наш круг вторичные цвета. Вторичные цвета образуются при смеси двух основных цветов. То есть желтый и красный дают оранжевый, синий и красный фиолетовый, синий и желтый дают вместе зеленый. Я добавляю в серединку имеющийся у меня готовый цвет, то есть я беру готовый оранжевый, не делаю смесь, потому что готовые цвета все-таки обычно получаются чище. Мы делаем поправку на то, что у нас пигменты не идеальны, и стараемся сделать более близкий к идеалу цветовой круг, поэтому я использую готовые пигменты. Но между вторичными цветами, для того, чтобы переход был плавный, и мы видели, как один цвет переходит в другой, я делаю как бы такую смесь, то есть смесь между оранжевым и красным дает такой алый красно-оранжевый, и смесь между оранжевым и желтым дает более светлый, более желто-оранжевый. В моей палитре нет фиолетового, поэтому фиолетовый я смешаю. Если у вас есть готовый фиолетовый, можете попробовать добавить его и также перемешать его с уже имеющимся у вас голубым и с уже имеющимся красным, который вы добавили на палитру, чтобы получить такие тоже промежуточные оттенки и посмотреть, как они будут выглядеть. Чистых зеленых у меня в палитре тоже нет, поэтому для цветового круга я тоже этот цвет смешиваю. Вот такой цветовой круг у нас получился. Все остальные цвета, которые не вошли в цветовой круг, называются сложными. Они образуются при смешении противостоящих друг другу цветов. Например, фиолетового или желтого, красного, зеленого, голубого и оранжевого. Поэтому чем ближе по цветовому кругу стоят друг к другу цвета, тем чище у вас будет получаться смесь. Чем дальше друг от друга вы берете цвета, тем смесь будет получаться более сложной и более грязной.
Давайте не будем верить мне на слово и попробуем смешать несколько противостоящих друг другу цветов, чтобы проверить, во-первых, насколько правильно у нас получился цветовой круг по расположению цветов, а во-вторых, для того, чтобы проверить, какие цвета и оттенки у нас получатся. Я начну с красного. Судя по цветовому кругу, противоположный красному это зеленый, а зеленый это смесь желтого и синего. Поэтому мы смело можем взять красный и подмешать к нему какое-то количество желтого и синего. Таким образом, если мы посмотрим на цветовой круг, противоположный синему будет оранжевый цвет, а оранжевый это желтый, смешанный с красным. Поэтому к синему мы будем добавлять желтый, смешанный с красным. И в зависимости от пропорций оттенки могут получаться разными. Но еще одним подтверждением этого эксперимента будет то, что сложные цвета образуются смесью всех трех основных цветов. То есть в сложные цвета в состав входят все три основных цвета: и синий, и желтый, и красный. Поэтому сложные оттенки можно получить, смешивая три цвета, и можно получить очень большое неограниченное количество цветов. Мы немного в теории разобрали, что из себя представляет цветовой круг, а теперь давайте попробуем на практике понять, как это может нам помочь ориентироваться вот в наших акварельных цветах, которые у нас есть. Ведь у нас есть и несколько оттенков синего, скорее всего, и какие-то разные оттенки красного, желтого, зеленого. И для того, чтобы лучше понимать эти цвета, понимать, как они между собой могут взаимодействовать, какие смеси они с большей вероятностью образуют, давайте сделаем следующее упражнение. Возьмите небольшие квадратики, где-то сантиметр на сантиметр, и выкрасьте их всеми цветами, которые у вас сейчас есть в палитре. Чем больше цветов вы выкрасите, тем интереснее будет для вас это упражнение. Когда все будет готово, давайте вернем наш цветовой круг и попробуем разложить квадратики по цветовому кругу. Начнем мы с чистых цветов, то есть тех, которые будут располагаться на самом цветовом круге. Скорее всего, у вас в палитре есть несколько красных оттенков, несколько синих. И здесь еще одно очень полезное упражнение – это сравнить, насколько цвета теплее или холоднее. Мы привыкли считать, что, например, там оранжевый – это теплый цвет, синий – это холодный цвет, но все цвета существуют относительно друг от друга. Да, у нас существует теория относительности, и без сравнения мы не можем понять, какой цвет теплее, какой цвет холоднее. Признак теплоты и холодности всегда появляется в сравнении, когда нам есть с чем сравнить. И когда вы положите два красных цвета рядом, вы увидите, что какой-то из них чуть ближе к холодным, то есть к синей гамме, к фиолетовой, а какой-то ближе к оранжевым. То же самое можно сделать и с синим. Какие-то из синих цветов будут ближе к фиолетовой гамме, какие-то будут чуть ближе к зеленой. Таким образом, мы рассматриваем свои цвета, сравниваем их между собой и раскладываем по цветовому кругу. Пока что начинаем только с чистых цветов, то есть тех, которые у нас являются такими цветами радуги и располагаются на цветовом круге. А что же нам делать с более сложными цветами? Давайте попробуем их как-то классифицировать для себя тоже. Для того, чтобы их как-то друг относительно друга расположить, попробуйте посмотреть на ваши сложные цвета, их еще называют землями, ну или какие-то такие более сложные оттенки, в которых вы видите какую-то грязность немножко, да, то есть они такие не такие чистые, не такие звенящие. Попробуйте в них увидеть какой-то основной цвет, с которого они, ну, как будто бы их можно начать. Например, там охра, она как будто бы ближе к желтому. Какая-нибудь сиена жженая может показаться, что чуть больше там оранжеватых оттенков. В более темных цветах больше синих и фиолетовых цветов
ну, в общем-то, синих, потому что синий у нас по тону самый темный цвет. Поэтому, если вы видите какие-то темные цвета, то, скорее всего, их можно получить, смешивая в большей пропорции синий цвет. Ну и так далее. Мы пробуем разложить наши цвета. Если у вас не получается найти какому-то цвету место, и вы не очень понимаете, откуда он, это хороший такой повод попробовать смешать этот цвет, пользуясь тремя основными цветами — желтым, синим и красным. Тогда вам станет лучше понятно, откуда он и где относительно других цветов он может располагаться. Чтобы закрепить на практике все, что мы сейчас проговорили теоретически, давайте попробуем сделать быстрый рисунок тремя цветами. Я специально выбрала референс с камушками, потому что в камушках есть большой простор для сложных оттенков, они переливаются сложными цветами, и здесь можно пофантазировать. За основу я буду брать 3 основных цвета: желтый, красный, здесь я беру пермамент красный, и хром кобальт голубой в качестве синего. Это будет интересная смесь, потому что на практике мы увидим, что не все, что в идее цветового круга должно работать, на практике будет проявляться также. Но об этом расскажу, когда вы увидите сами своими глазами, какой эффект получается. Делаю себе небольшой набросок карандашом и начну работать с подбором цвета. Смотрю на камушек, который у нас снизу. С одной стороны, он кажется голубоватым, с другой стороны, в нем точно присутствует какая-то зелень, то есть я уже намешиваю зеленый оттенок. Ну и мне не хочется, чтобы он был очень чистым, поэтому я все равно туда добавляю каплю красного, ну и пробую какой-то цвет. Акварель прекрасна тем, что цвета можно смешивать не только заранее на палитре, но и потом в такой влажной заливке. Поэтому я сразу добавляю в камушек несколько оттенков, которые чуть-чуть отличаются, какой-то более фиолетовый, какой-то более желтоватый, а потом, как в рекламе, просто добавь воды. То есть я изначально делаю заливки с такими чуть влажными краями, потом добавляю воды, и каким-то образом внутри этой заливки получается еще такой тоже что-то сложное, интересное, с какими-то необычными переходами. Дальше я делаю небольшой пропуск для того, чтобы один камушек не затекал в другой. И начну рисовать сразу третий по счету камушек. Он, мне кажется, наиболее серым из всех. То есть если все такие более разнообразные цветные, третий мне хочется сделать такой более серый оттенок. И здесь я сталкиваюсь с сложностью, потому что цвет перманент красный очень активный по пигментации. Его розовый пигмент настолько сильный, что он вытекает. И даже когда на палитре я смешиваю, казалось бы, практически такой сероватый цвет, в жизни этот цвет получается розоватым, более розоватым, чем мне хотелось бы. Такие вот приколдесы бывают у акварели, поэтому нужно хорошенечко изучать свои пигменты, чтобы понимать, как они себя будут вести. И тут еще есть хром кобальт голубой, который гранулирующий цвет, а у гранулирующих цветов наоборот пигмент тяжелый, и он оседает в выемке бумаги, поэтому такой оттенок получается необычный. Кстати, для камней, для текстуры вот какого-то такого там бетона или каких-то таких сложных текстур, это иногда даже интересно и дает классные интересные эффекты. Подсушиваю свои камушки, чтобы продолжить рисовать дальше. Второй камушек попробую сделать сложного оранжеватого оттенка. Чем дальше, тем проще идет процесс, потому что уже есть какие-то сложные цвета на палитре, и очень легко загрязнять цвет, потому что там уже есть какая-то смесь. Я начинаю с какого-то там песочного цвета, но мне хочется, чтобы в камушке присутствовали какие-то более яркие переливы, поэтому я точно по такой же технологии делаю
несколько мазков разными оттенками, и потом все это замешиваю водой дальше. И последний камушек мне хочется сделать зеленоватого оттенка. Здесь тоже цвет хром-кобальт, он распадается в воде на вот эту вот грануляцию, и довольно сложно, оказывается, получить такой хороший зеленый цвет, потому что по итогу голубой цвет выпадает в осадок. Этого не надо бояться, с этим можно пробовать и экспериментировать. Вот. Но главное про это помнить, что оно так будет. И если вы такого эффекта не хотите, то лучше выбрать какой-то другой цвет, который не будет гранулировать, а будет в смеси давать более ровные цвета. Для того, чтобы это вам продемонстрировать, я записала еще одно видео с другим набором цветов, где я беру за основу голубого берлинскую лазурь, охру и какой-то еще цвет, какой-то еще красный цвет, забыла. Вот. Но пока давайте закончим эту работу. Добавляю тень под камушек. Здесь еще можно по сухому добавить немножечко теней между самими камушками, чтобы отделить их друг от друга. Но для этого нужно просушить нашу работу. И здесь еще раз видно, какой сильный пигмент у перманента красного, как он сильно вытекает, и тень получается вот прям таки почти розовая. Можно, кстати, поэкспериментировать с тем, чтобы вытирать цвета. Не все цвета одинаково вытираются с бумаги, какие-то более въедливые, какие-то бывает, что вытирать легче. Тени я делаю серо-фиолетовых оттенков, то есть для этого я беру за основу такой синий, красный, фиолетовый такой цвет и примешиваю каплю желтого. Я думаю, что если вы на практике попробуете этот эксперимент, у вас тоже уже к концу рисунка набьется рука, и вы прям будете хорошо понимать, что, где, как смешать, чтобы получить прям-таки нужный оттенок. И это очень важный навык в акварели. К этому обязательно нужно стремиться, чтобы как можно быстрее находить нужные цвета. Ну а сейчас я в ускоренном режиме покажу тот же референс с другим набором цветов. Вы посмотрите, сравните. Я вам тоже рекомендую попробовать разные наборы цветов. На моих Бусти и Патреоне вы сможете найти референсы для того, чтобы попрактиковаться. Ну и там вы сможете найти еще больше уроков по цвету. Обязательно смотрите, пробуйте, изучайте этот прекрасный материал акварель. И не забывайте поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал. Я думаю, что мы нарисуем еще несколько разных скетчей в ограниченной палитре, то есть 3 цветами. Получится смешивать, чтобы как следует закрепить этот навык. Эти видео